Друзья, приветствую вас. Огромное вам спасибо за активность и поддержку. В понедельник на северо-восток США обрушились сильные штормы, сопровождавшиеся ливнями, которые вызвали внезапные и разрушительные наводнения в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси. По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах Нью-Йорка за несколько часов выпало до 280 мм осадков, что эквивалентно месячной норме. В Нью-Джерси, особенно в городах Скотч-Плейнс и Плейнфилд, интенсивность осадков привела к стремительному подъему уровня воды. Наводнения затронули Манхэттен, Бронкс, Вестчестер и другие районы мегаполиса, а также прилегающие территории Нью-Джерси. К утру 15 июля ситуация осложнилась. Вода залила ключевые автомагистрали, включая Франклин и Рузвельт-драйв в Манхэттене, а также станции метро и железнодорожные пути. В Нью-Йорке были перекрыты несколько линий метрополитена, на некоторых станциях пассажиры оказались заперты в метро, вода наблюдалась даже в вагонах. Движение поездов метро Норс Рейл-Род до центрального вокзала и обратно было приостановлено. Из-за сложных погодных условий в аэропортах Ньюарка и Джона Кеннеди рейсы задерживались в среднем на 3 часа. В округе Вестчестер наводнения развивались стремительно, особенно в традиционно уязвимых районах, таких как парковая зона Бронкс-Ривер и Мейн-стрит. Служба 911 получила множество экстренных вызовов. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи и власти Нью-Йорка призвали жителей избегать поездок и соблюдать осторожность, чтобы минимизировать риски. В наиболее пострадавших районах проводится эвакуация местного населения. По предварительным данным, жертв и серьезных травм удалось избежать, однако экономический ущерб, связанный с повреждением инфраструктуры и транспортными сбоями, оценивается как значительный. На полуострове Рейкинес на юго-западе Исландии началось новое извержение вулкана, которое стало очередным в серии вулканических событий, сотрясающих регион с 2021 года. Извержение началось в районе кратеров Сундхнуксгигар после серии подземных толчков, указывающих на движение магмы. По данным метеорологической службы, из трещины в земной коре начала изливаться лава, сопровождаемая выбросами газа и пепла. Трещина, длина которой на момент начала извержения составила около 700 метров, продолжает расширяться. Полуостров Рейкинес, расположенный в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, является частью Срединно-Атлантического хребта, где расходятся евразийская и североамериканская тектонические плиты. Это делает регион сейсмически и вулканически активным. С 2021 года на полуострове произошло уже 10 извержений, что свидетельствует о возобновлении вулканической активности после 800-летнего периода затишья. В близлежащем городе Гриндавик началась эвакуация жителей. Служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение, полиция региона Сюдюрнес координирует спасательные операции. Знаменитый геотермальный курорт Голубая лагуна, расположенный на полуострове, закрыт для посетителей, его гости эвакуированы в целях безопасности. Дороги в районе извержения перекрыты, чтобы предотвратить доступ туристов и местных жителей к опасной зоне. По предварительным данным, извержение не представляет угрозы для авиасообщения, международный аэропорт Кефлавик продолжает работать в штатном режиме. Столицу России вчера накрыл очередной мощный ливень. По данным столичного комплекса городского хозяйства, за 2 часа 15 июля в отдельных районах Москвы выпало до 85 мм осадков, что соответствует месячной норме для июля. Наиболее пострадавшими оказались северные районы столицы, где зафиксирован максимальный объем осадков. Ливень сопровождался грозами и сильными порывами ветра. Улицы Москвы превратились в реки, легковые автомобили оказались затоплены почти по крышу, а в подземных парковках вода лилась с потолков, образуя настоящие водопады.
В некоторых районах, таких как окрестности метро Рижская, подтопления сделали переходы непроходимыми, а вестибюль станции Большой кольцевой линии пришлось временно закрыть. Сильный ливень вызвал сбой в работе общественного транспорта. Московский департамент транспорта сообщил о возможных локальных задержках наземного транспорта и изменении маршрутов автобусов. В частности, движение Аэроэкспресса до аэропорта Шереметьево было временно приостановлено из-за подтопления путей. На станции метро Рижская, Калужско-Рижской линии пассажиры могли использовать альтернативный вход, пока коммунальные службы боролись с водой, сооружая барьеры из мешков с песком. На Дмитровском шоссе, МКАД в районе Капотни и Первом Красковском проезде движение было временно перекрыто из-за подтоплений. В Садовом товариществе под Ногинском в результате удара молнии загорелся частный дом. Коммунальные службы Москвы были переведены на усиленный режим работы, на улицах дежурили бригады и спецтехника, направленные на устранение последствий подтоплений. Власти города призвали жителей избегать укрытия под деревьями из-за риска падения веток и не парковать автомобили рядом с ними, чтобы минимизировать ущерб от сильного ветра. Вчера Новосибирск накрыл мощный ливень, который вызвал подтопление на ключевых улицах города. Интенсивные осадки начались около 15 часов, а в некоторых районах дополнительно сопровождались градом. Улицы, такие как Кропоткина в районе пересечения с Ипподромской, превратились в настоящие водные преграды, затрудняя движение автомобилей и пешеходов. По данным метеорологов, за день выпало значительное количество осадков, превышающие средние показатели для июля. Ливневая канализация города не справилась с таким объемом воды, что привело к затоплению низменных участков и подземных переходов. Очевидцы отмечают, что в центре города и на окраинах движение практически остановилось. Подтопления затронули не только дороги, но и тротуары, подземные парковки и переходы. Из-за сложной дорожной обстановки автобусы и троллейбусы задерживались, а некоторые маршруты пришлось временно изменить. Под ударом стихии вчера оказалась и столица Беларуси, город Минск. Сильный ливень превратил улицы в реки и вызвал серьезные подтопления в нескольких районах города. По данным Белгидромета, в некоторых районах, таких как Уручье, выпало до 27 мм осадков, что составляет около трети месячной нормы. Вода залила вестибюли некоторых станций метро, включая станцию в районе Партизанского проспекта, а также цокольные этажи магазинов. Как сообщает МЧС, было зафиксировано 17 основных участков подтопления проезжих частей, на ряде маршрутов общественный транспорт временно приостановил движение. Для ликвидации последствий грозового фронта аварийные службы перешли на усиленный режим работы. Округ Аламанс в центральной части Северной Каролины столкнулся вчера с новым разрушительным наводнением, вызванным сильными ливнями после тропического шторма «Шанталь». Обильные осадки вызвали стремительное повышение уровня воды в реке Хо. По данным Национальной метеорологической службы, река Хо в районе города Хоривер поднялась до 6,5 метров утром, превысив уровень наводнения 5 метров 48 сантиметров. Это вызвало значительные подтопления, включая район Ред-Слайд-Парк и улицу Ланг-Стрит. В городе Берлингтон затоплены ключевые перекрестки, сообщается о подтоплениях подвалов и формировании провалов на дорогах в соседнем округе Гилфорд. Наводнение 15 июля привело к новым подтоплениям домов, предприятий и дорог. В районе озера Майкл сохраняется угроза прорыва дамбы. По данным Департамента транспорта Северной Каролины, около 65 дорог в регионе остаются закрытыми из-за повреждений от предыдущего наводнения, а новые осадки сильно осложняют ситуацию. Жителей призывают избегать затопленных дорог и не пытаться их преодолевать.
Около 6000 домохозяйств в Аламансе остались без электричества. В городе Мибейн сохраняется дефицит воды из-за повреждений водоочистной станции. Местные власти объявили чрезвычайное положение в округах Аламанс, Оранж, Мур и Персон. В районе Шаркой провинции Текирдаг на северо-западе Турции утром 15 июля вспыхнул мощный лесной пожар. Изначально очаг пламени возник в сельскохозяйственных угодьях Шаркёя, после чего перекинулся на лесные массивы. Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня, который к вечеру достиг нескольких деревень. Огонь приблизился к жилым зонам, заставив власти эвакуировать жителей ряда населенных пунктов. Пожар сопровождается сильным задымлением, что затрудняет видимость и представляет угрозу для здоровья местных жителей. Пожар угрожает сельскохозяйственным угодьям, а также виноградникам, которые являются важной частью экономики региона. На данный момент нет официальных данных о пострадавших или разрушенных домах в Шаркёе. Местные власти Текирдага задействовали пожарные бригады, вертолеты и самолеты для тушения огня. По данным турецких СМИ, в операции участвуют силы Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, а также местные спасательные службы. Однако сложный рельеф местности и сильный ветер затрудняют работу пожарных. В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки из-за обильного таяния ледников и сильных осадков размыло участок автодороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, что привело к временному закрытию движения на отрезке 187 по 263 км от съезда к поселку Козыревск до поселка Ключи. Ограничение действовало до 10 часов 16 июля, но сообщалось о возможности его продления из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий. МЧС и дорожные службы работают над устранением последствий, призывая водителей воздержаться от поездок. По данным администрации Усть-Камчатского муниципального округа, причиной закрытия дороги стало интенсивное таяние ледников, вызванное аномально теплой погодой в сочетании с обильными осадками. Сильные ливни вызвали разрушительные паводки в центральных районах Магаданской области, повредив 2 моста и дорожное полотно на федеральной трассе Колыма на границе Сусуманского и Ягоднинского округов. Сообщается о разрушении моста через ручей Амбардах на трассе Колыма и моста через реку Чаюрия на автодороге Палатка Кулу-Никсикан. Движение на ключевой автодороге, связывающей Магадан с Якутией, было полностью перекрыто. Спасательные и дорожные службы работают над устранением последствий, но ситуация остается критической из-за продолжающихся осадков. Ночью 15 июля на участок Транскавказской автомагистрали сошел сель в районе 70-го километра после сильных ливней, вызвавших подъем уровня воды в горных реках и оползневую активность. По данным МЧС Южной Осетии, грязевые массы и камни полностью перекрыли проезжую часть, сделав невозможным проезд в обоих направлениях. МЧС Южной Осетии оперативно направила дорожные и спасательные бригады для ликвидации последствий. По данным ведомства, на месте работают экскаваторы, бульдозеры и другая тяжелая техника для расчистки грязевых масс и восстановления проезда. Мощные ливни, обрушившиеся на мексиканский штат Гуанахуато, вызвали переполнение плотины Лаолия, одного из ключевых водохранилищ региона. Чтобы избежать прорыва дамбы, местные власти приняли решение открыть шлюзы, что вызвало стремительный сброс воды в нижележащие районы. По данным местных СМИ, это решение только усилило наводнение в центре города Гуанахуато, где подземная улица Мигель-Идальго, известная своей туристической привлекательностью, оказалась затопленной. Уровень воды в туннеле достигал 70-100 сантиметров, наводнение также затронуло другие районы города. Сообщается, что вода залила подвалы зданий, магазины и парковки, автомобили оказались частично или полностью под водой. Переполнение плотины Сан-Реновато дополнительно усилило подтопление в прилегающих районах. В результате наводнения практически полностью оказалось парализовано движение в центре Гуанахуато. По предварительным данным, пострадавших нет, но материальный ущерб значителен,
повреждены автомобили, здания и туристическая инфраструктура. Власти штата мобилизовали все силы на борьбу с последствиями наводнений. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме, ведется откачка воды и расчистка затопленных зон. Еще одно наводнение произошло в штате Сонора, на границе с США, в результате чего затопило город Ногалес. Согласно сообщениям гражданской защиты штата Сонора, проливные дожди принесли до 50 мм осадков за несколько часов. Непогода сопровождалась порывами ветра до 66 км в час. Это вызвало переполнение русла реки Технолохика и выхода ее из берегов. Центральные районы Ногалеса превратились в бурные реки, уносящие автомобили и мусор. Сообщается о подтоплениях в жилых домах, больницах и на дорогах, а также обрушении склонов холмов. Подземные переходы и низины оказались затоплены, движение на ключевых магистралях было парализовано. Отключение электроэнергии и перебои с водоснабжением затронули несколько районов города. Гражданская защита штата Сонора задействовала план экстренного реагирования, были развернуты спасательные операции и эвакуация жителей. Власти призывают жителей воздержаться от поездок, избегать низины и затопленные зоны. В общине Ла-Валерия муниципалитета Фернандес-Феа сохраняется режим повышенной готовности из-за мощного оползня, вызванного непрекращающимися ливнями. Дожди, вызванные тропической волной, начались в штате Тачера еще в ночь с 10 на 11 июля. По данным местных источников, в общине Ла-Валерия и соседней Ла-Лагуна муниципалитета Фернандес-Феа оползень протяженностью более километра разрушил 18 домов и повредил инфраструктуру, включая дороги и системы водоснабжения. Число пострадавших семей в Ла-Валерии достигло 30, в масштабах штата Тачера около 295 семей лишились крова. Оползень был спровоцирован обрушением части горного хребта Вандах, вызванным насыщением почвы влагой после продолжительных дождей. Наиболее пострадавшими районами стали Ла-Валерия и Ла-Лагуна, где грязевые потоки и камни буквально смыли жилые дома. Помимо уничтожения домов, пострадали сельскохозяйственные угодья. Местные власти сообщают, что доступ к питьевой воде ограничен из-за повреждения водопровода, электроснабжение в некоторых районах также нарушено. Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение в пострадавших районах и направили военные силы для поддержки операций гражданской защиты и пожарных служб. Продолжается эвакуация жителей из зон риска, особенно вблизи горных склонов, где сохраняется угроза новых оползней. Вулкан Эрта-Али, известный как Курящая гора, расположенный в удаленном районе Афар на северо-востоке Эфиопии, вчера начал новое извержение. Это событие стало очередной фазой активности одного из самых уникальных вулканов мира, обладающего двумя лавовыми озерами. В результате извержения образовался плотный шлейф пепла и дыма, поднимающегося над кратером. Новая фаза извержения также сопровождается выбросами раскаленной лавы, это подтверждает сообщение о повышенной активности вулкана, начавшейся еще в январе 2024 года.